Вы когда-нибудь слышали о тюрьме, где сама земля пропитана ненавистью к тем, кто совершил самое отвратительное преступление? Место, где каждый взгляд – это угроза, а каждая ночь – как последний день. Представьте себе, что даже преступники, которых общество давно отвергло, здесь презирают тебя. В таких тюрьмах страдания – лишь начало. Меня зовут Нокс, и сегодня я расскажу вам о самых страшных тюрьмах для тех, кто издевался над детьми. Это места, от которых леденеет кровь, где наказание выходит за рамки закона и превращается в настоящий кошмар. Но это еще не все. В конце мы отправимся в самое страшное место, куда попадают только те, кто навсегда потерял шанс на спасение. Там, где ад – это еще слишком мягкое слово. Центральная тюрьма. Клонг Прем в Бангкоке – это одно из самых бесчеловечных мест, где заключенные, обвиненные в издевательстве и убийстве детей, сталкиваются с невероятными испытаниями. Переполненность тюрьмы создает атмосферу, где личного пространства просто не существует. Заключенные вынуждены жить практически друг на друге, что усугубляет и без того ужасные условия. Вентиляции недостаточно, и летом камеры превращаются в раскаленные ловушки, а зимой – в ледяные пещеры. Болезни распространяются молниеносно среди находящихся за решетками. Туберкулез – лишь одна из многих опасностей, с которыми приходится бороться заключенным. Медицина в тюрьме едва существует. Часто лечение задерживается, а иногда и вовсе недоступно. Заключенные, заболевшие серьезными инфекциями, вынуждены самоизолироваться в надежде не заразить остальных, но теснота камер делает это практически невозможным. Клонг Прем – не единственная тюрьма такого рода. По всему миру, в местах, где у властей мало сочувствия к детским убийцам, условия их содержания скатываются до уровня варварских лагерей. Тюрьма Уоттон в Ноттингемшире, Англия, является символом жестокости и бесчеловечного обращения с заключенными, особенно в блоке Б. Здесь заключенных, осужденных за самые отвратительные преступления, такие как убийство детей, ожидают невероятно суровые условия. Пространства недостаточно, вентиляция плохая, а на стенах колонии чернеет плесень, угрожая здоровью обитателей. Лекарства становятся редкостью и приобретают статус валюты, отчего лечение даже самых простых недугов превращается в невозможное испытание. Заключенные страдают в постоянной тьме, беспомощные и истощенные. В уоттонских стенах время течет медленно, будто пропитывается болью и страданием каждого узника. Эта тюрьма – лишь один из примеров бесчеловечных учреждений по всему миру, специально предназначенных для самых ужасных преступников. Эти учреждения, несмотря на их разную степень жестокости, объединяет одно – стремление изолировать и наказать тех, кого общество считает самыми страшными преступниками. Для серийных убийц, убийц детей и других преступников, совершивших особо тяжкие преступления против несовершеннолетних, тюрьмы по всему миру становятся настоящими адскими кромками. Они обречены на постоянные унижения, насилие и лишены права на обеспеченную безопасность. Центральный изолятор строгого режима в Бразилии, известный как «кладбище для мертвых», печально славится своей жестокостью. Заключенные часто становятся жертвами как заключенных, так и надзирателей. Африканская тюрьма Матаяр в Либерии является настоящим испытанием на выживание. Переполненные камеры, полное отсутствие санитарных условий и невыносимая жара превращают каждодневное существование в муку. Российская колония номер 6 также приобрела известность своей нечеловеческой жестокостью. Здесь убийцы детей попадают в условия постоянной издевательской травли со стороны других заключенных. В ход идут не только кулаки, но и психологическое давление, унижение и моральный террор. Однако даже среди этих мест Аттика в Нью-Йорке смотрится особенно зловеще. Несмотря на компенсацию в $2 миллиона, полученную заключенными за жестокое обращение, суровые условия остаются неизменными. Аттика продолжает своей политикой жестокости и унижений, превращая жизнь преступников, совершивших особенно тяжкие преступления против детей, в нескончаемое мучение. В мире существуют тюрьмы, напоминающие кошмарный сон, и один из самых мерзких примеров – Райкерс-Айленд в Нью-Йорке.
Заключение здесь становится истинным адом на земле, особенно для тех, кто обвинен в убийствах детей. Перенаселенность камер приводит к постоянной борьбе за личное пространство, а антисанитарные условия создают настоящие эпидемии заболеваний. Медицинская помощь часто запаздывает, и пациенты вынуждены страдать, не получая необходимых препаратов. Адвокатские визиты тоже задерживаются, что ставит под угрозу справедливость судебных процессов. Многим заключенным приходится сталкиваться с жестокими приговорами, рождая чувство безнадежности и отчаяния. Убийцы детей здесь переживают худшие из возможных условий, подвергаясь не только изоляции, но и постоянному моральному и физическому насилию со стороны других осужденных. Райкерс-Айленд – это место, где человеческое достоинство остается под вопросом, а выживание становится ежедневной борьбой. Бутийская тюрьма в Москве – одно из тех мест, где царит настоящий ужас. Переполненность, плохое питание и практически полное отсутствие гигиены делают существование в ней невыносимым. Бутийская тюрьма стала рассадником болезней, таких как туберкулез и ВИЧ, что еще больше усугубляет условия жизни в этом кошмаре. Меры, применяемые к преступникам, совершившим отвратительные преступления против детей, часто достигают крайностей. В таких тюрьмах, как Бутийская, все обитатели испытывают постоянный страх и отчаяние, но для тех, кто совершил самые ужасающие преступления, условия еще мучительнее. В этих местах стены пропитаны криками беспомощности. А душа изматывается настолько, что возвращение к нормальной жизни кажется невозможным. Одна из самых бесчеловечных форм тюремного заключения – это те, куда помещают убийц детей. Такие тюрьмы не просто места наказания, это настоящие хранилища гнева. Заключенные, которым выпало несчастье оказаться здесь, сталкиваются с почти постоянным насилием со стороны других заключенных, которые считают их преступления наиболее чудовищными из всех. Одним из ярких примеров является Полунский в Техасе, США. Это место стало символом максимальной жестокости среди американских тюрем, где уровень жестокости просто зашкаливает. В каждой камере царит атмосфера страха и непрерывной угрозы. Еще одно страшное место – это Мэннинг в южнокорейском Пусане. Здесь убийцы детей лишены даже малейшего отблеска надежды. Заключенные ведут борьбу за выживание среди таких же жестоких преступников, имея минимальный доступ к лечению и поддержке. Ужасный переизбыток насилия и негигиенические условия делают Мэннинг настоящим адом на земле. Тюрьмы для убийц детей – это не просто места лишения свободы, это клетки отчаяния, где каждый день может стать последним. Оказавшиеся здесь теряют человеческое лицо, осознавая, что совершенные ими деяния не будут забыты никогда. Мы находимся в месте, где проявление любой человечности вряд ли возможно. Это сверхмаксимальная тюрьма ADX Флоренция, печально известная как Алькатрас скалистых гор. Построенная в 1994 году, она служит тюрьмой с высочайшим уровнем безопасности для самых опасных преступников, включая тех, кто виновен в убийстве детей. ADX Флоренция была спроектирована так, чтобы пленники практически не имели контакта с внешним миром и друг с другом. Заключенные проводят 23 часа в сутки в своих одиночных камерах площадью 2 на 3 метра, которые зачастую являются единственными местами, где они видят свет. Вам это кажется бесчеловечным? Это только начало. Контролируемое безумие этой тюрьмы служит суровым наказанием и защитной мерой, чтобы такие преступники никогда больше не смогли никому навредить. Система безопасности включает сенсоры движения, электронные дверные замки и даже сталь в стенах, сделанную таким образом, чтобы предотвратить прорывы. Важен не только физический, но и психологический аспект. Каждый день повторяется однообразный распорядок без каких-либо изменений, что нередко ломает даже самых устойчивых. В таких местах вопрос гуманности отходит на второй план, уступая место необходимости защиты общества от тех, кто совершал самые ужасающие преступления. Военная тюрьма. Тадмор, расположенная в далекой пустыне Сирии, стала символом ужасов и бесчеловечности, достойных самых жестоких преступников.
построенная в 1930-х годах, она обрела особенно мрачную славу в 1980-х, когда стала местом заключения для самых опасных и изощренных убийц, включая тех, кто покусился на самое ценное – детские жизни. Тадмор не просто лишала свободы, она превращала судьбы заключенных в нескончаемый кошмар. Жестокие пытки и нечеловеческие условия содержания стали нормой. Сообщается, что охрана часто прибегала к изощренным методам пыток, оставляя узников в состоянии непереносимых физических и моральных страданий. Несмотря на то, что такие меры были направлены на ликвидацию угрозы со стороны самых безжалостных преступников, они поднимали серьезные вопросы о нравственности и гуманности самой системы. Ведь даже самые страшные преступления не оправдывают бесчеловечное обращение, распространяющее неизмеримые страдания и боль. Тадмор стал мрачным символом того, как далеко может зайти система наказания, превращая правосудие в кошмар. Тюрьма Диарбакир, расположенная в юго-восточной Турции, одно из самых мрачных мест на Земле. Построенная в 1980 году и рассчитанная на 700 заключенных, она неоднократно подвергалась критике за переполненность и нечеловеческие условия содержания. Особенно это касается преступников, совершивших самые жуткие деяния, такие как убийство детей. Заключенные в Диарбакире сталкиваются с жестокой реальностью, включающей в себя недостаточно питания, отсутствием должного медицинского обслуживания и постоянной угрозой насилия как со стороны охранников, так и других заключенных. Ментальное и физическое истощение становится неотъемлемой частью их повседневной жизни. Самые печально известные тюрьмы в мире порой становятся домом для самых ужасных преступников. Сюда попадают те, чьи преступления против детей вызывают глубокое отвращение и гнев общества. В США существует тюрьма с максимальной степенью безопасности – Полсброу, известная своей жесткостью и немилосердием. Здесь заключенные сталкиваются с суровыми условиями содержания и ежедневными унижениями. Бразильская тюрьма Педриньес известна своей переполненностью, отсутствием базовых условий и постоянным насилием среди заключенных. Спрос на казнь убийц детей столь велик, что заключенные часто страдают от стихийного возмездия сокамерников. В глубинах южной провинции Руанды, в городе Муханга, расположена печально известная тюрьма Гиконгоре. Изначально построенная для 500 заключенных, сейчас она вмещает около 6000 человек. Огромная перенаселенность приводит к катастрофическим условиям содержания, где заключенные страдают от нехватки пищи, воды и медицинской помощи. В таких тюрьмах часто оказываются убийцы детей, один из самых отвратительных видов преступников. Здесь нет пространства для восстановления, нет надежды на исправление. Вместо этого тюрьма Гиконгоре становится жестокой школой выживания, где борьба за выживание тонет в морях человеческой жестокости и страданий. Стены таких тюрем хранят в себе страшные истории боли и нечеловеческих лишений. Для убийц детей здесь нет прощения, и каждый день пребывание становится ужасным испытанием, погружающим их в безысходность. Условия содержания здесь настолько суровы, что дух любого, кто попадает в эти стены, быстро ломается. Гиконгоре становится живым свидетельством тех ужасов, которые может создать человек, подчеркивая свою неспособность к милосердию и состраданию к виновным. Тюрьма Кирикири – одна из самых переполненных и жестоких тюрем в мире. Основанная в 1955 году, она находится в районе Апапа в штате Лагос, Нигерия. Известное своей репутацией учреждение максимальной безопасности, Кирикири предназначена для содержания самых жестоких преступников, включая убийц детей. Внутри тюремных стен кипит адская жизнь. Переполненные камеры и недостаток ресурсов делают условия содержания невыносимыми. Многие заключенные страдают от заболеваний, вызванных антисанитарией, а медицинская помощь практически отсутствует. Охранники зачастую более жестоки, чем сами преступники, прибегая к насилию и пыткам в отношении заключенных. Эти факты делают Кирикири одним из самых бесчеловечных мест в мире, где человеческие права практически не существуют. Здесь заключенные живут в постоянном страхе,
не зная, выживут ли они до завтрашнего дня. В таком месте нет места для искупления или надежды на лучшее будущее. Только выживание сильнейших становится единственной целью каждого дня. На фоне этих ужасающих условий, о натиске и страданиях, которые испытывают заключенные, сложно забыть даже самим охранникам, являющимся свидетелями постоянного ужаса и боли. Тюрьмы для убийц детей – это отдельная категория ужаса, где жестокость и бесчеловечность достигают своего пика. Они созданы не для перевоспитания, а для наказания людьми, которые совершили самое отвратительное преступление. Среди самых печально известных можно выделить тюрьму Ла-Сабонета, открытая в 1958 году в Маракайбо, Венесуэле. Она сразу прославилась своими нечеловеческими условиями содержания и беспорядочной обстановкой. Тюремные камеры переполнены настолько, что заключенные спят на полу, а еда и медицинская помощь – привилегия немногих. Еще одна тюрьма, заслуживающая внимания, это Сан-Квентин в Калифорнии. Здесь не только высокая смертность из-за насилия среди заключенных, но и постоянная угроза от персонала, который редко придерживается протоколов. А в тюрьме Банг-Кванг в Таиланде условия еще более ужасающие. Заключенные зачастую закованы в цепи на протяжении первых 3 месяцев своего заключения. Главное, никогда не совершайте ошибок тех, о ком мы говорили в этом видео. Жизнь всегда предлагает другие пути, и насилие или преступления никогда не приведут к хорошему. Хотите изменить свою жизнь? Присоединяйтесь к нашей команде. Мы ищем сценаристов, дикторов, монтажеров и креативных продюсеров для создания новых проектов. Если вам интересно, переходите по ссылке в описании и отправляйте заявку. Спасибо за просмотр.